Скажу вам прямо, чем дольше и содержательнее будет наш разговор, тем больше шансов, что ваша жена за это время прочитает услышит ваше голосовое сообщение и ответит. Чуть-чуть вот так вот, как я. Можно? Да. О, все. Супер. Ваша фамилия, имя, отчество? Коновалов Максим Александрович. Дата рождения? 7 апреля 1985 года. Откуда вы? Родился в Санкт-Петербурге. Жил в Волгограде 25 лет. Волгоград. Сейчас пошел сюда с Ярославля. С Ярославля. Да. Почему? Переехали в Ярославль. Переехали в Ярославль, понял. Вы мобилизованный контрактник? Контрактник. Контрактник. То есть вы долгосрочный контрактник или краткосрочный? Нет, краткосрочный. Значит, вы как раз идейный доброволец. Ну так. Краткосрочный контракт подписывают по двум причинам. Может, третью еще какую-то придумаете? Я пока что две знаю. Первая причина – очень сильно идейный, который хотел прям идти воевать. Нет. И вторая причина – это банально очень деньги. Вторая. Понятно, более часто. Опять не повезло. Не повезло, потому что с идейными можно все шаблоны, по всем шаблонам проходиться. Тут деньги. Вы спрашиваете, я, может быть, что-то. Ну, что значит спрашиваете? Комары боевые кусали вас какие? Эти биологически зараженные? Нет, не видел. Осы летали, пчелы. Пчелы? Пчелы летали, да. Кусали? Нет. Разлагался кто-то на ходу после укуса пчел, там, например? Не, они просто летали. Они просто летали. Это особый вид пчел. Это пчелы-дроны. Они фиксируют местоположение просто. Это специально. Это новая разработка сейчас с американцами, значит, совместно с американцами и с рептилоидами. Триумвират. Что дальше? Я не знаю, НАТО на вас должно было напасть вроде. На Россию вроде не нападало. Не должно было? Не могу сказать. Опять неинтересно. Не, я же не буду говорить сам собой. Вы же должны мне доказывать, что НАТО должно было напасть на Россию, а я должен вам оспаривать это как-то. Если по телевизору то, что доносили, то по телевизору должно было. О, прикольно. И каким образом? Не знаю, ракетами, наверное. Ракетами? Наверное. А чем еще НАТО может напасть? Короче, НАТО может напасть на Россию, поэтому надо напасть на Украину. Я лично не собирался. Вообще Украина не в НАТО, если что. И даже в перспективе в близкой там быть не должна была. Не пускают пока. Вопрос не наш, пускают, не пускают. Вопрос формальностей. Там надо согласие всех членов Альянса, всех, чтобы все единогласно сказали, берем. А Франция и Германия все время говорила, и это ни для кого не секрет, говорила, не возьмем Украину. Так как Украина должна была оказаться, взять внезапно в НАТО? Никак. В ближайшей перспективе, по крайней мере, точно. А вот Финляндия со Швецией сейчас сказали, мы идем, и все сказали, окей, принимаем. Там чисто остались бюрократическая история. И ничего, все нормально. У Путина спросили, Финляндия возле наших границ идет в НАТО. Что делать? Он такой, идет, да и идет, пусть себе идет. Не будем нападать. Вообще нет проблем. Вообще нет проблем. Тут, мне кажется, как-то все по-другому, не только НАТО. А что еще? Какие-то политические моменты. Конечно, может быть, какие-то неприязни. Неприязни, да. Неприязни, да. Москалями вас называли. А вы нас хохлами. Лет 70. Да мне москалями, пускай москалями называют. Обидно? Не знаю, там очень сильно. Обидно, не обидно, но когда я с особо одаренными разговариваю, они говорят, а вы помните, как вы на Майдане кричали про москаляку? Я говорю, помню, кричалка такая была, людям холодно, грелись, прыгали, кричали. Это реально по приколу. На вас что, ракета какая-то упала? У вас детей от этого поубивало? К вам кто-то пришел в дом? Нет.
Вы про нас не снимали фильмы, вы нас не критиковали, вы с нас не смеялись? Смеялись. Ну, просто разговор такой получается, как в 1 классе. То он меня обозвал, не, это он первый меня обозвал. Нет, ну, это не повод Ну, это для вторжения, мне не кажется. причина. Да, чтобы... тоже, ну, как-то по-детски Это, сильно да, звучит. в садике можно, там, в школе. Да. Щелбан треснуть за это. Это серьезно. Вооружения у Украины не было, чтобы на вас нападать тоже. Ну, у меня есть на канале об этом ролик снят, если что, там полностью показано все, что было. И этого даже для обороны не хватало, не то, что для нападения. Мне кажется, Украина не способна была напасть на Россию. Ну, возможности такой не было. Ну, правильно, чисто технической Да, возможности. даже по количеству людей, ну, да. военнослужащих армии, там 250 тысяч Ну, и 3 да. миллиона. Ну, конечно. А дело даже не в количестве людей, потому что воюет сейчас больше артиллерия, а не люди. Ну, да. Конечно, с артиллерией тоже специалисты управляют, да. Например, один хороший специалист, который управляет Химарсом, может спокойно быть ценнее 100 идиотов, Да. которые шмаляют непонятно в какую сторону из града. Это правда, но у нас не было Химарсов и вообще ничего такого. Поэтому, ну, нет. Советская техника была какая-то. Ну, советская, ну, она нифига не наступательная, и плюс к тому ее в десятки раз или в сотни раз меньше, чем у той же России. Как это наступать? Ну, Лукашенко же говорил, я вам сейчас карту покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Карты принес, 4 штуки. Да, так и не показал, правда? Не, карты, может, показал, а в чем смысл, так и не Может, он объяснил. игральные карты хотел показать. Может, они с Путиным, да, хотели перекинуться там, я не знаю, колоды. Дурачка. Угу. Что еще? Нацисты. Нацисты. Не, нацистов не видел. Как? Не встречал. Ну, у вас президент 140-миллионной страны выходит в эфиры, пафосно заявляет о денацификации. Соответственно, у каждого российского военного мы спрашиваем, где нацисты? Ну, может, на Майдане там и были какие-то националисты, но это уже... Не, националисты или нацисты, это же разные как бы категории. Может, он путает? А, он перепутал просто. Ну, да, нацик, ну, как бы, Путин, националист, нацик сокращенно. Да, Путин, ты перепутал. И 100 тысяч твоих солдат тут тоже перепуталось. Вот уже, в общем, они уже не могут, они уже никогда не поймут, националисты или нацисты, они уже не узнают, что ты имел в виду, понимаешь? Такая вот история. Но нам бы было бы, может быть, и все равно, если бы они еще и по дороге наших не убивали. Потому что им, может быть, плевать на то, что они гибнут. Но они же причиняют страшные бедствия из-за вот этого слова денацификация. Вы понимаете его смысл? Я вообще всей этой ситуации особо не понимаю, зачем все это надо было. Тем не менее, вы пошли за деньги убивать. Ну, я даже никого не видел, чтобы кого-то убивать. Это не имеет значения. Видели вы или не видели, правду вы мне сейчас говорите или неправду. Я говорю. Пошли за деньги. Взяли оружие за деньги. Когда меня ударили, Ну, у меня сразу мысля стала возвращаться домой. Когда я не видел оружия и не видел там раненых людей, технику, я даже не представлял войну. Я шел как на срочку. А когда я это все увидел, мне почему-то захотелось заднюю включить. почему-то. Ну, Я потому, знаю, что почему. потому что это страшно. В каком месяце это еще раз было ваше добровольчество началось? 27 сентября я подписал контракт. 27 сентября. Вы, кстати, наемник или доброволец? Доброволец. Доброволец. А у нас наемники НАТО есть в Украине? Ну, я лично не видел. Ну, как Я говорят, понял. Не, ну, как говорят, вроде есть. если бы вы увидели англоязычных людей, вы бы подумали, что это наемники НАТО? Не, ну если он там... Да черного пусть цвета. темнокожий, пусть темнокожий. Обязательно наемник НАТО? Да почему не обязательно? Не, я просто... Чем доброволец отличается от наемника? Наемника? Да. Да ничем.
Очень даже многим. Вот почему вы доброволец, а не наемник? Потому что вы пришли потому что официально. Я сам пришел, да. Вы пришли официально, вы пришли в военкомат, вы подписали контракт, у вас в военнике стоит отметка, что вы официально воюете, как бы, да, или служите. И это вас делает, согласно международному праву, комбатант, так называемый. За деньги, не за деньги. Деньги здесь это вторично, потому что и добровольцы, и наемники получают деньги. Ну да. И все военнослужащие получают. Ничего. Отличие в официальном и неофициальном статусе. То есть наемник это неофициально? Нет. А где его нашли? На улице шли, подобрали, дали им автомат и сказали, иди воюй? Нет, не обязательно. В России, например, полно колоний, откуда могут их взять. Ну, здесь есть такие. Ну, я знаю. Срок подходит к концу, пришли, сказали, пойдешь служить. Ну, Это получается. Но у него также ему дали военный билет. это значит не Подписал- ЧВКшник. подписал Это не ЧВКшник. контракт. Это его взяли от Министерства нападения Российской Федерации. Ну, то есть его официально как бы взяли. Да? Вы имеете в виду про частную военную компанию? Ну да, вот это наемники чистой воды. Здесь есть у нас один. А я знаю. Просто с ним уже Любомир разговаривал. Я ж Он не даже буду. не похож на него. На кого не похож? На ЧВКшника. А ЧВКшники как-то по-особому выглядят? Ну, я думаю, что если идти в частную военную компанию, ну, ты хотя бы должен как-то подготовлен к этому быть. Ну, я думаю, что... Да? Ну, я так думаю, да. Я видел просто уже достаточно этих подготовленных. Спидозные, вечевые, наркоманы, насильники и зэки. Просто, ну именно не то, что я там всех зэков сейчас вот как-то взял и плохо про них сказал. Нет. Это именно такие пересидки, знаешь. Ну, вот как Вагнер, да, был там где-то на Донбассе. Там были, ну, как я понимаю, более подготовленные люди, нежели сейчас, кто идет в ЧВК. Гребут туда всех. Гребут туда всех, потому что это мясо. Подготовленные там есть, но подготовленные вперед не идут. Потому что впереди нужно положить, устелить трупами, ну чьими-то. В надежде на то, что эти трупы, пока они еще живые, протопчут там полметра, метр, продвинутся на сантиметр вперед. Им в принципе плевать, что произойдет. Протопчут, хорошо, не протопчут, какая разница, это все равно биоматериал. Вот так это происходит. Но вот это и есть наемники. То есть тот же ЧВК Вагнер и другие ЧВК, это чистые наемники, у них статуса нет никакого. Их принимают по договору в лучшем случае, что они будут работать в охранной компании. Они сразу же подписывают, что никто за них никакую ответственность не несет. Они совсем согласны. Статуса у них никакого нет. Все, чистой воды наемники. Наемники есть в России. Наемничество в России запрещено. Всем плевать. Про наемников говорят по телевизору, всем плевать. Но зато вы очень сильно видите наемников НАТО в Украине, которых здесь, в общем-то, и нет. Вообще просто тупо ни одного нет. Потому что есть официальные люди, такие же вот, как вы. Я не буду сейчас рассуждать, зачем они приехали. За деньгами. Но если вы считаете, что какого-то британца или француза можно заинтересовать зарплатой в ВСУ, думаю, хотя она неплохая, ну окей, ваше право. Но я так что-то думаю, что во французском легионе они бы получали бы без военных действий немножечко побольше. Раза в два. Ну, как минимум на четверть, вообще без боевых действий. Да? Вот. Они все официально оформляются в вооруженные силы Украины, проходят проверку, определенную подготовку, прикомандировываются и служат. Они не наемники. Это реальные добровольцы. Ну, просто поехали в командировку в другую страну. Нет. Ну, вы говорите... Командировка это... прикомандировка. ну это я, значит, слово не так подобрал. Я не знаю, как это называется. Ну, я они понял. официально записываются в ряды Но они вооруженных сил же Украины. идут добровольцами. Ну да. То есть, кто хочет помочь там Украине, да, Да. тот идет. Ну, конечно. Нет такого, что там НАТО
собрало там, НАТО, 100 тысяч. НАТО вообще к этой истории никак не причастно. Ну, там, не знаю, Франция собрала там 50 тысяч человек, сказала, все, надо идти на войну с Россией. Если бы НАТО собрало бы, как вы сразу... Первая цифра мне больше понравилась. 100 тысяч, и еще дало бы нормального оружия, то эта война бы закончилась бы месяца за полтора, за два. А почему тогда не хотят, чтобы она закончилась? НАТО не хочет вступать в прямую конфронтацию с Россией. Ну, чтобы это все не перетекло, как они говорят, в эскалацию, Третью мировую, а тем более ядерную войну. Жить хотят люди высокие. Хотят жить, хотят сохранить, наверное, мир. Земной шарик наш хотят сохранить. Но не все же верят, что в случае апокалипсиса все сдохнут, а кто-то там очень хороший и правильный отправится в рай. Не все же думают, что они лучше других в этом мире. Поэтому некоторые мыслят более глобально, наверное. Больше скажу, они могли бы просто дать оружие в достаточном количестве для того, чтобы это все быстрее закончить. Но дают они его постепенно и очень плавно и по чуть-чуть. То есть там ум у людей более умный, чем, да, допустим, если бы Россия была в НАТО, ну не то, что Россия, а наоборот бы, да, произошло бы. Россия. Я не сильно понимаю. То есть у европейских стран, у членов НАТО есть, как бы они мыслят, чтобы не начать войну, вот эту Третью мировую, ну они умные, да, люди, получается? Ну, они, да что я буду за них там решать, умные они, ну не глупые, да. Ну, не глупые. Не глупые. Ну, если бы Это хотели, точно. как вы говорите, за полтора месяца они бы уже разбомбили. Да, но это могло бы к ядерной войне реально привести. Там уже что-то говорят, что... Ну, говорят что-то. У вас всегда будут что-то говорить. Потому что Не, россиянам я всегда по проще. телевизору, по украинскому. Ну, потому что из российского телевизора вещают пропагандисты, ставят на повестку этот вопрос. Что мы можем ударить оружием, там, ядерным оружием там, и все такое прочее. Ну, они это выносят на повестку. У нас об этом тоже говорят, что вот они могут, вот они хотят. Может, они пытаются шантажировать кого-то этим. Ну, может быть. Лично я в это не очень верю. Потому что я слышал такое, что все перемещения ядерного оружия и приведение их в какую-либо готовность, любое, короче, действие вообще с этим оружием, оно не может быть в секрете. То есть Россия не может это сделать так, чтобы об этом не узнали другие страны, которые обладают таким оружием. И Америка не может это сделать так, чтобы другие. То есть есть некий договор о том, что все это приводится в действие сообща. И я так понимаю, что есть некая система взаимоконтроля. Чтобы никто не мог, ну, чтобы одна обезьяна не могла сойти с ума и начать запускать их в разные стороны. Вот такие вещи. Ну, я, конечно, в этом... Ну, то есть надо договориться, чтобы кнопки нажимать. Да. Буквально так. Все да. дружно договорились и вот так просто. Все дружно договорились, а этот начинает активировать какую-то, например, установку, да, которая может это сделать. И там просто снимается трубочка и говорит: друг мой, что ты делаешь? Если там не отвечают, то понятно, что сейчас будет удар без предупреждения. Вот и все. Я думаю, работает это так. Интересно. Да, но это лирика, потому что ваша жена до сих пор не прочитала наше сообщение. Ну, попробуем ее набрать. Может быть, иногда бывает такое, что не читают. А если просто позвонить? Ну вот попробуем набрать. Ну вы же вообще не рассказали мне свою историю. Совсем. Ну вот, подписали вы контракт. Краткосрочный, на 3 месяца, да? Да. Угу. И попал на Украину. В Украину. Не, вы же войной пошли. Войной идут Не, ну, на территорию Украины. Да. Если бы вы приехали в гости, вы бы попали в Украину. А так вы шли войной на Украину. Так, это знаете, это традиции российской речи. Ну, тут, я не знаю, там, в СИЗО на баню идете?
Да. Может быть, это тоже пошло не только с России, а... Да, смысл в том, Да. что меня в последнюю очередь интересует грамотность того, как вы говорите, и традиции того, как вы говорите, меня интересует в самую последнюю очередь. И в последнюю очередь меня вообще интересовало, что там в России происходит. Живите как хотите, только сюда не идите. Так вот, вы на Украину вы пошли за деньги, я понимаю. У вас вообще дети есть, жена есть? Жена есть, детей нет. Детей нет. Так что вы вдвоем с женой так плохо жили, что вам потребовалось вот финансы таким способом? Ну, так сложились обстоятельства в моей голове. Можете подробнее рассказать? Я просто даже и не собирался никуда. Мне интересно, ну, живет среднестатистический россиянин, вполне себе вменяемый человек на вид, по крайней мере, так, по словам. Ну, живет себе, живет, и что случается в этот момент? Ну, расскажите, ну, один кредит взял, другой там проиграл на этих самых, на автоматах, там, ну, были у меня такие истории. Вот у вас. Не по той тропинке пошел. Стал алкоголь выпивать сильно. По наклонной. Да, да, да. Я понял. Долгое время не пил, а потом как-то что-то сорвалось. И вот оно все тянуло, тянуло. Работу потерял. А где работали до этого? До Ярославля вообще в Москве 12 лет жили с женой. Да. Работал инженером по эксплуатации. Обслуживал инженерные сети электричество, теплотехника, вентиляция, кондиционирование. Ну, полностью что вот. Высшее образование. Или, по крайней мере, техническое. Ну, техническое, да. Ну, но это неплохо. Это даже не гуманитарий, это точная наука. Нет, это хорошо. Но еще не устраивало в жизни? Это все устраивало. Алкоголь. И с Москвы еще началось вот это вот, да? Угу. Потерял работу. Москва что-то подломила. Ну его в баню, тяжелый эту город. Москву, да, поеду в Ярославль. В Ярославле квартира была или что? Почему туда В поехали? Ярославле, жена с Ярославля, там теща не живет. Вы поехали к теще? Ну нет, мы жили не с тещей, теща в деревне жила, в селе. Я уже думал сказать, вот тут-то все и закончилось на этом моменте. Потому что если поехали жить к теще, то тогда все, пазлы сошлись. Нет, теща отдельно жила, сама по себе. Так помогали, приезжали. Вот, и... Ну, а там работал где-то? В Ярославле работал. Сначала приехали более, ну, как бы нормально. Несколько месяцев, 2-3. Опять инженером? Или... Нет, инженером не работал. Работал, ну, вот ремонт делал. Просто, ну, как бы, мастером? Ну, да, да. Отделочка. Что, например? Чем занимался? Да. Квартиры отделали полностью. Ну, что это? Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, кафель, электрика. То есть вы все это можете делать? Да. Ну, это неплохо. Руки есть. Это неплохо. Голова вроде есть, но дурная голова рукам покой не дает. Как бы. Вроде есть. Нет, так-то сейчас она уже появилась. Осознал. Что вы здесь делаете на лагере? Ну, сейчас, такого... Ну, на промке где-то работаете вы? Или нет? Работаем, в столовую, там, кафель сбивали, мусор носим. Ну, я понял, тут локальные ремонты. Такие, да, специальности, там, сварщики, их там немного. В основном такой работы конкретно нету. Представляете, вы могли бы не ехать в Украину и не пить, и не сбивать здесь сейчас плитку, а где-то дома у себя спокойно зарабатывать деньги. И как бы вообще, произошла какая-то переоценка? Конечно. В общем, плохо, что таким путем у вас происходит переоценка. Главное переоценить. Главное, жив. Это, можно сказать, какое-то божественное провидение. Да? Мог погибнуть? Раз, не знаю, какое количество сказать. Давай тогда историю. Предысторию я понял, да. Бухал, хорошо. Плохо, но бухал. Дальше.
Я так понимаю, что в этом пьяном угаре ты примерно и подписал этот контракт. Да, да. То есть не выходя даже, да? С утра встал, жена ругается, тут опять это пиво захотелось, пошел, короче, в военкомат и... А по телевизору Соловьев, Скобеева рассказывают о том, что надо идти. Я не смотрю это. Откуда ты узнал, что надо идти в военкомат? У меня даже телевизора нет. Откуда узнал, что надо идти в военкомат? Что там вообще там подписывать? Ну а куда идти, если контракт хочешь заключить? В военкомат. Нет, так ты понимал вообще, что тебя в Украину отправят или нет? Или ты срочку шел контракт подписывать? Ну это ж надо ж было иметь какое-то осознание, что идет вот эта вот долбанная спецоперация, что в рамках нее набирают военкоматы, подписывают краткосрочные контракты. Эта же информация должна была быть в голове как-то? Или... Я об этой спецоперации узнал через месяц. Через месяц после сентября? Нет, как она началась вообще. Ну, хорошо, она началась в феврале, ты узнал в марте. А я больше даже не следил за этим. Кто мне сказал? Ну, как бы понятие это какое-то было, но... Ну ладно, хорошо. Неосознанно все это вот. Ну, понятно. На фоне вот там дурного настроения. Понятно. Пошел в военкомат на фоне дурного настроения, перегар, военком тебя как только увидел сразу. Да там это наш пацан, не было. Это наш пацан. Ну кто там кто-то же должен был увидеть. Зашел там на КПП, там, грубо говоря, да. Я говорю, мне контракт, узнайте контракт. Позвонили, пришел человек, завел меня в кабинет. Какие документы написал, собрать. Ты пишешь эти документы, а он уже думает, представляет себе медальку, какую себе прикрепит. Поймал рыбку. Да, поймал. Там сержант и офицер. Улычку, значит, дополнительную. Ну, может быть. Может, из 3 одна потом большая такая становится, если они еще есть, я не знаю. Да, есть, наверное. Старшины. Ну, подписал дальше. И вот я здесь. Не, это быстро. С Ярославля попал в Белгород, Белгородскую область. Да. Сначала сам Белгород, потом Белгородская область. Военную часть. Сначала в одну. Там нас переодели. Дали ложку, кружку, котелочек, чтобы мы кушали. Отвезли в другую часть. Оттуда там уже получили оружие. И через дня 3 привезли в Украину. В составе чего? В составе роты 7 БМП, по-моему, было где-то так. 7 БМП рота, да. Так, это сколько? Человек 100? Ну, примерно. Примерно, так. Кроме БМП еще что-то ехал? Мы не своим ходом ехали. Я вижу у вас татуирование, вот это вот за военно-морской флот. Да. А здесь какое было вот звание, должность? Звание у меня младший сержант, как со срочки. Угу. А должность, мне нигде не прописывали. У меня военного билета, мне часть военный билет на руки не отдала, когда я поехал. Я понял. Вам не сказали, кто вы? Ладно, не сказали, кто стрелок. Ай, будет стрелок, да. Дальше. Гранатомета не было, пулемета не было. У кого был гранатомет, тот был гранатометчик, у кого пулемет, тот был пулеметчик. Но были с собой гранатометы, пулеметы у людей были. На этих БМП ваших. Ну, да. Куда вас привезли? Под Сватово. Под Сватово, понял. Когда это было? 7 октября. 7 октября. С вами чмобики были? Чмобики? Или все контракты? Чмобики это частично мобилизированные, сокращенно. Нет, только контрактники. Все контрактники? Да. Угу. Мобилизованы они как-то отдельно. Контрактники с контрактниками, мобилизованные как-то с мобилизованными. Частично мобилизован. Я сказал опять, ладно. Да, я их только видел в части. Угу.
И все. Мгм. Они только поступать стали. Понял, только поступать стали. И там что происходило в этом Сватово, под Сватово? От Сватова ничего не происходило. Приехали, переночевали ночь в посадочке. И утром привезли нас вроде, ну как, позиция, не позиция это называется. Мгм. Ну, позиции, да. Мгм. Высадили там с БМП, показали место, где мы будем дислоцироваться, и все. Мгм. Там был окоп, назовем его траншеей. Так. И все, с этой траншеи 4 дня не вылазил. 4 дня не вылазил. Да. А воевал сколько всего? 7-го привезли, 12-го в плен попал. То есть, в принципе, военный путь 5 дней. Да, да. Ну, тогда хорошо, что мы разговаривали так много обо всем, потому что непонятно, что не происходило никаких боевых действий. Ну, происходили, людей я не видел, стрелять не в кого было. Только А так, ну, вообще, обстреливали. хотелось, да, в кого-то пострелять? Нет. Нет? Ну, и вот, когда ты понял, что это окоп, что это передовая, и что это, ну, вот вообще нифига не срочка и не шутки, что ты себе подумал? Что я себе подумал? Домой хочу. А с, Жив. а с другими вот контрактниками о чем были разговоры? Ну, это же контрактники, я понимаю, что это люди, которые... Таких разговоров там про войну, там никаких не было. Были разговоры, когда вот, летят мины, Угу. а разговор только, чтобы не прилетел в эту траншею, в этот окоп. Это разговорами не назовешь, это эмоции. Да, такие. это, да, эмоции, разговоров. Угу. Я понял. Ну, все вообще боятся друг с другом говорить, да? Потому что могут же быть сексоты. Да нет, там таких не было. Угу. Чтобы бояться. Когда у тебя вот эти эмоции переполняют тебя страхом, то особо и разговаривать-то и не хочется. Я имею в виду, что когда в моменты перекура люди что могут друг с другом поговорить, что слушайте, нафига нам вообще это все надо, давайте развернемся, уйдем. Могут же ее убить. Вот такие мысли открыто высказывали. Командиру говорили. Да. Но он говорит, у меня дети, и под трибунал я не хочу. Но он, видимо, жить не хотел. Нет, командир, ладно, а вы? Ну ладно, хорошо, мы пошли обратно в окоп под мины. Не, сказать, зачем мы сюда приехали и что жить хочется, конечно, разговор был. Угу. Но он был такой вот, трехсловный, трехсловесный, не более. А мотивация? Мотивация чего? Ну, чего? Чем вы там занимались? Мотивация воевать. Наступать, атаковать, что-то отбирать, понимание своей цели, что-нибудь. А нам ее цель даже Я понял. Ну, среди вас были такие, которые говорили вот просто, мы сейчас будем тут давить? Нет. Вообще не было таких? Нет. Нас вот эти вот, мы приехали, вот на это место дислокации мы приехали в составе 2 БМП. Получается, уже не 100 человек, да, а 20 человек, там, 25. Ну понятно, вас там разбрасывали. Да, разбросали, и мы там были впятером, грубо говоря, через там 5-10 метров. Ну, как обычно, да. Да. И с утра начинался обстрел минометов. Ты просто лежишь, либо бегаешь по этому окопу, перебегаешь. Вечером темнело, прекращалось. То есть с утра до вечера был обстрел. Вечером темнело, а уже хочется и поспать вроде, когда разговоров в принципе не было. Понял. Ну и приходит вот этот, в общем, я так понимаю, ничего интересного не происходит, то есть обстреливают, ничего не происходит. Вы сидите в окопах, в общем, фактически действий от вас никаких нет. Нету. Ваши хоть с миномета в обратную сторону стреляют кто-нибудь? Ну, откуда-то летело что-то. Минометы? Я не знаю, что летело, свист. Откуда в нас стреляли, в ту сторону
издалека, где-то там Тоже летел. что-то Понятно. летело, куда-то оно летело, и где-то далеко падало. Типичная картина. А что Вы летело? в окопе, над вами летит туда-сюда. 200-е есть, 300-е есть. 200-е были. Ну вот именно в этом месте один 300-й был. Он подвернул себе ногу. Ну, хорошо, я понял. Подвернул себе ногу. Да. Пьяный был, что ли? Нет, трезвый. Просто когда был вот этот минометный обстрел, он перебегал, когда споткнулся. Текал и... Да, и его сказали, что его не будут вывозить, лежи, то есть отдыхай. А что, там не было? Не, Да по 50 хотя бы. не. Не? Ну, у нас лично не было, вот с кем я был, у нас было там сигарет пачки 3, воды не было, вода кончилась в первый день. А еда? Сухпайки были там, ну, тоже там все это так разбросали, ну, пораздербанили, что-то съели. Достаточно было сухпайков? Ну, на пару дней. А сидели вы там 4. Ну, я ел с утра поем, я же не двигаюсь. Там какую-то взял печеньку, съел, шоколадку. С утра перекусил. Есть не хотелось, потому что... Могу поверить, что из-за нервов не очень хотелось есть. Да, да. Хотя кому-то наоборот хочется. Ну, такое дело. Короче говоря, в общем, все так прошло вот это вот бессмысленное и бесполезное это время. Как вас взяли в плен? Мы стали отступать. Как-то отступление произошло. Кто-то, ну, разбрелись, кто куда. Кто, ну, там группа 5 человек туда, 5 человек туда. И при отступлении я остался один. Угу. Когда остался один, ночь. А остальные куда делись? Ну, все как-то разбежались, когда стали еще больше стрелять. Почему они начали разбегаться? Просто из-за того, что больше начали стрелять? Да. Ну, а что делать? Нас, когда на 5-й день пошел дождь, Ну, этот окоп залило водой ну, прям по пояс. ну. Ну, находиться в нем невозможно. Невозможно. Да, мы в посадочку отошли, туда стали стрелять еще больше, и уже не только минометы, уже с посадки стали стрелять и Из с автоматов, стрелковых. да. Теперь понятно почему. А то так разбежались, остался один. Я говорю, как это? Ну, сидел в окопе, остался один. Да, вот, ну. Так, все разбежались. Ну, все же тоже ж непонятно, куда Ну, кто разбежались. куда, правильно? да. Вы бегаете там где-то все. Ну, Вот по да. посадкам вас... Как в Counter-Strike. Да, вот не я сказал. Ну, Ну, похоже. И все, я как бы остался один, отбился. Ну, не знаю, где остальные. Убежали там, ранило их. Ну, я был один. Ночь переждал. На утро проснулся. Дождь кончился, солнышко. Думаю, надо куда-то идти. Я же не могу тут лежать. Встал, пошел. Просто по дороге, по асфальтированной. Прошел метров 100, и мне из посадочки: стой, руки вверх. стоял руки вверх. Ну да, когда увидел военнослужащего украинской армии. С оружием шел? Нет. У вас было оружие? Нет, при вот этом обстреле, перебежках и выронил его. Да, нормально. Ну, тогда проще. Тогда просто не мог бы стрелять, даже если бы хотел бы. Да и если бы оно у меня было, в кого куда стрелять? Военнослужащего, это же как бы враг, получается. Ну, на войну пошел, ёпт. На войну пошел. Но это же не дуэль. Когда ты понимаешь, что в этой посадочке не один человек. Я так понимаю, что у тебя вообще не очень было понимания, что ты в принципе делаешь вообще. Да. Если разобраться. Я же говорю, Сколько денег обещали? Ну, в районе 180 тысяч рублей. Ну, на доллар, если перевести. Да я понимаю уже цифру. Я не знаю, что там переводить, надо его переводить или не надо. Я просто понимаю, что у вас там колеблется эта цифра от 150 до 250. Ну, да, примерно. И это для России довольно большие деньги, потому что нормальную зарплату, которую называют, это 50 тысяч в месяц.
Ну, Сколько вот этим вот тепло... ну, кем-то, инженером я инженером? работал. У меня был график сутки трое. Ну, и неважно, сколько зарплаты. И, ну, 45 тысяч. Ну, вот, Ну, я работал на 2 работах. Получал понятно. там Ну, 90 сутки трое, тысяч. естественно, все. Да. Ну, я честно пытаюсь дозвониться вашей жене. Да, я понял. Но она ухаживает за отцом инвалидом. Возможно, может быть, не слышит. Вы с ней еще не разговаривали? Нет. Ну, давайте образим, а видеообращение запишем ей. Отправим, чтобы она понимала, что вы в плену. Она знает, что я в плену. Я звонил дяде, и жене не дозвонился. Я звонил дяде. Там просто у вас в Минобороны ваш, ну, в Миннападение, там требуют подтверждения того, что вы в плену. Они могут предоставить такие подтверждения? Ну, давайте ей отправим подтверждение. А если дяде позвонить? Давайте дяде попробуем позвонить. Ну, да. Давайте попробуем дяде позвонить. Уже как бы время. Я понял. Да, не. Угу. Да, нет, отвечают. Алло. Алло. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш племянник в плену у нас находится здесь. Знаете вы об этом, да? Да. Вот он хочет с вами поговорить. Этот разговор под записи для публикации. Услышали, да? Для чего? Под запись и для публикации. Этот разговор происходит под запись и будет опубликован. Вы будете говорить с ним или Где? нет? В Ютубе у Где меня. будет В опубликован? Ютубе у меня. Зачем? Я вам... Зачем? Объясните, подождите. Я объясню сразу, почему мои вопросы такие. Я не знаю, кто вы такой. Я не знаю, откуда вы вообще. Я не знаю, откуда у вас такие сведения. Поэтому я вправе спросить, что, где и будет опубликовано. Я вам повторю, если вы не услышали. Меня зовут Владимир. Моя фамилия Золкер. Меня это не волнует, как вас зовут. Я спрашиваю у вас, на каком основании это будет опубликовано. Я еще раз повторяю. Меня зовут Владимир. Моя фамилия Золкин. Также называется мой канал в Ютубе. Я журналист, как я вам уже сказал. Мы проводим интервью с военнопленными. И ваш племянник один из таких. И я могу вам дать с ним поговорить. Но я вас должен предупредить, что этот разговор происходит под записи для публикации. Ежели вы говорить не хотите, то вы можете так и сказать. Я говорить не хочу и ничего публиковать никуда не нужно. Вот и все. Я с ним могу поговорить по другим каналам, поэтому мне не надо это все под вашу запись. Для Ну, хорошо, ну будьте здоровы в таком случае. Всех благ вам. До свидания. Спасибо. Мы в восхищении. По другим каналам? Не, ну я звонил отсюда через... IP-телефония у вас есть, конечно. У нас цивилизованная страна, мы предоставляем... Это вы там нашим пленным ничего не предоставляете. Вы в смысле Россия, да? Вообще ничего не понятно. Ну, я не знаю. Почему ваш дядя боится поговорить под запись? Что такое? В чем проблема? Сверхсекретную информацию какую-то? Да нет. Ну, он может думать, что на нем это как-то отразится. Боитесь? Я нет. Если бы я боялся, В России боятся люди. я бы сюда бы не пришел. В России боятся люди. Тут многие боятся там дать интервью, да. Там, Да, я заметил. в России ФСБ там меня будут... Да. ну, Да, будет. я что-то такого сказал против России, что меня ФСБ там, или прокуратура там, посадила в тюрьму. Ну, за что? Меня не за что сажать. Не за что. Я считаю, что не за что. Ну, они там могут, конечно, считать как-то по-своему. Ну, возможно. Но там могут посадить за плакат «Нет войне». Ну, да. За плакат «Нет фашизму» могут посадить. Могут за чистый листочек запаковать. То есть там, ну, в России все очень своеобразно как-то. Я не могу вам расписать. Да нас это, собственно, и не интересует. Я знаю, что вы сказали
Ну, то, что вы видели своими глазами. Если сказали правду, то сказали правду. Если сказали неправду, Нет. ну, опять, я же не детектор лжи онлайн, я же не знаю, Да что нет, как ну, вы сказали. Как было, так сказал. Секретного ничего нету. Жене будете видеообращение писать? Или оно вам не надо? Да давайте, наверное. Так, жаль. Говорите, что вы хотите сказать. Алла, здравствуй. Со мной все хорошо. Жив-здоров. Целый, невредимый. Нахожусь в плену. Отношения здесь нормальные, хорошие. Не бьют, как в армии. Вот. В армии били? В армии нет, не бьют, как в армии. Ну, жизнь как в армии. Работаем, кушаем, спим. Вот. Пожалуйста, сходи в военкомат и дай обо мне знать, что я нахожусь в плену, чтобы меня не считали без вести пропавшим. По возможности сделай это поскорее. Чем быстрее обо мне узнают, тем быстрее я приеду домой. Вот это видео пусть принесет в военкомат и скажет, покажет. Что вот. Да, вот это видео принеси в военкомат и покажи сотрудникам военкомата, чтобы они видели, что я живой. Вот. Люблю тебя, целую. Пока. Ну, в целом, я думаю, что вы сказали. Представляете, а наши вообще не знают, что там с нашими. Ну, Россия же вообще никакой информации нет. То есть вы можете быть настолько, ну, как ваш дядя, я употреблю этот термин, Да, он немножко... настолько охреневшими, да, что вам дают поговорить, а вы говорите, да не, у меня есть другие источники. Наши, вот разбуди нашу маму любую, у которой сын в плену, или там дядю, тетю, кого угодно. В любое время суток они вот так вот будут говорить, потому что это же родное, это надо услышать. Потому что и возможностей нет. Вот смотрите, вот пленный был прошлый, да? Как прошлый? Не прошлый, а вот недавний пленный. Вот мы тоже говорили. А вот мы поговорили. Мы с ним вместе находились. Да, можете ему передать, кстати говоря. Ну, тут ничего такого нет, просто вот жена и дочка спрашивают меня. Я обратилась в Минобороны, чтобы его быстрее... нет, сначала. Прошу вас сообщить, пожалуйста, в каком регионе находится Иван. Я спрашиваю, зачем? Понимаете, я могу сообщить, но мне просто непонятно, зачем. Я обратилась в Минобороны, чтобы быстрее его вывозили. Ну пусть вывозят, говорю. Они спрашивают, какой регион. Я им прямо говорю, херню они у вас спрашивают. А дальше она мне объясняет. И я ей объясняю в голосовых сообщениях. Она мне объясняет, что она пришла в Минобороны, говорит, у меня муж в плену. Показывает вот эту фотографию, показывает вот это вот видео, он тоже видеообращение записал, как вы. А в Минобороне кто-то сидит такой, а в каком он регионе? Та такая, раз-то я не знаю, в каком он регионе. Вы обязательно узнаете, в каком он регионе, и в противном случае мы его забрать не сможем. И я ей пытаюсь объяснить, что то, что он у вас спрашивает, в каком он регионе, этот вопрос имеет такое же отношение к его возвращению из плена, как размер его ботинок или размер его шапки, например. Ну нет никакой разницы, где, в каком регионе Украины, в каком городе, селе, в каком СИЗО вы находитесь. Важно, чтобы та сторона занималась. Вас запросила у Украины. Потому что они, наверное, себе представляют так. Я, например, сказал, что вы находитесь в городе Умане. И в город Умань ваша Минобороны на красивых машинках с мигалками приезжают, вас выводят за руку, садят в машину и уезжают. Они, наверное, себе представляют это так. Но обмен проводится где-то на заранее оговоренной территории, по заранее оговоренным спискам. Но я это уже говорю для россиян, потому что они не понимают, видимо. Ну, все, что вам надо сделать с вашей стороны, чтобы вас включили просто в этот список. Все, запросили. А вместо вас выдали кого-то из наших.
И вот это вот десятки, сотни человек с той стороны сошлись, обменялись, разошлись. Все. В каком регионе вы находитесь конкретно, какой у вас размер ботинок, шапки и так далее, это никакой роли к этому ко всему отношения не имеет. Потому что россияне живут в каком-то, ну, иногда я вижу, что они живут в каком-то параллельном мире. Ну, есть такие. Ну, я вот даже с дядей, да, я с ним, он тяжелый человек, с ним вот даже, мы с ним вместе работали. Ну, вот эта отделка занимались в Ярославле. Ну, я вижу, что он даже, я пытался на видеосвязь выйти, чтобы вы поговорили. Обычно все, ну, реально по кайфу уже увидеть своего родственника, близкого человека. Это же не просто даже услышать, это увидеть. То есть у кого-то тут... Кого-то, самое главное, что живой никто не увидит. Да, да. Он просто, его будут, ну, слышать, видеть меня и слышать наш разговор. Его-то не увидит никто, правильно же? Вы увидите. Нет, ну, кроме меня. Нет, если бы он разговаривал по видеосвязи, увидели бы, а что тут такого. А, то есть нас бы снимала камера, его в лицо тоже было бы на видео? Да, было бы видно на видео. Но ему не обязательно быть на видео. Он может просто аудио, он же отключил видеосвязь. Ну, я ему позвонил по видеосвязи, он отключил видеосвязь, стал со мной разговаривать по аудио. Соответственно, ну, никак его лицо не может быть видно. Ну, это же кто как хочет. Ну, и что? Ну, тяжелый человек. Ну, да, со своими там... Ну, так это такое. Тараканами. Это такое. Я, честно, даже когда вы звонили, у меня уже мысля была, что он не захочет общаться. Нет, ну, знаете, россияне это люди с очень тонкой душевной организацией. Я ему должен был объяснить раз 500 перед тем, как я ему звоню, кто я, что я, зачем я и почему. И что это делается для его же блага и для вашего же блага. А мне вообще-то, если честно, пофиг. Как вас зовут и кто вы, да? Да он что, слушать хотел это? Я ему сразу же с первого раза все сказал. Я эту фразу повторяю по 5 раз в день. Я такой-то, такой-то, я журналист, мы проводим то-то, то-то, делаем это под запись. Ты кто? Сиди, я сам открою. Ну, серьезно, я не хочу никого обидеть. Я нормально понимаю, там люди все это вот. Ну, у нас нет времени. Мы даже с женой смеемся, бывает, но надо было вот этими там какими-то непонятными мыслями. На телевизор, наверное, любит смотреть. Не, кстати, он телевизор так не особо. Там какие-то телеграм-каналы, подписки, вот это. Ну, есть же несколько, да, контингентов. Телевизионщики, есть интернетчики, там вот эти подписчики. И кто где, кому где нравится черпать информацию, тот там и берет. Ну, конечно. Вот. Нравится телеграм-каналы читать. Ладно, мы, походу, заговорились. Вы передайте что-нибудь россиянам, которые, вот как вы решили там контракт подписать, по доброволе денег заработать себе. Что вы можете им сказать от себя? Себя сказать. Не надо идти на войну, ребята. Россияне. Живите дома с детьми, с женами, с родителями. Работайте, отдыхайте. А вот, кстати, про погибнуть. Вот вы говорите, мог погибнуть там несколько раз. Вы имели в виду минометные обстрелы или еще какие-то были ситуации, про которые мы забыли? Ну, первые 4 дня минометные, а потом, когда... Ну, вот это автоматные, ну, когда отступать стали, там тоже можно. Ну, пули летели. Последний вопрос. Вот люди гибли, да. Вот вы могли бы погибнуть. Вот за что? Просто за то, что вы, ну, в вашем случае с дуру пошли, подписали, или еще есть что-то? Ну, у меня нет. У меня конкретно с дуру. То, что понятно. Но вот Путин объявляет спецоперацию, да? Угу. В результате того, что он объявляет, все остальные там мобилизуются, идут как контрактники и так далее, и так далее, и так далее. Есть причинно-следственная связь прямая между его объявлением спецоперации и гибелями этих всех людей, и смертями, которые происходят, и всем остальным? Я думаю, что нет. Нет. То есть, если бы он не объявил, они все равно бы воевали и умирали. Нет, они бы дома были. Если бы не объявил. А он объявил, а они умирают и убивают после того, как он объявил. Так есть причинно-следственная связь между тем, что он объявил, и тем, что они умирают?
Не понимаю. Следственная связь. Давайте без слова причинно-следственное, да? Оно какое-то вообще непонятное. Вот Путин объявляет спецоперацию, люди идут по факту на войну, Так. убивают и гибнут на войне. Между этими двумя вещами есть связь? Ну что он объявил и что люди гибнут. Есть связь? Ну, конечно, если он объявил, люди гибнут, то, что пришли на войну. Я вас спросил, за что бы вы погибли изначально? Или за что люди гибнут? Вы сказали ни за что. Так значит, они гибнут не ни за что, а из-за того, что он объявил? Правильно? Ну, если бы он не объявил, то бы никто не погиб, правильно? Да. Значит, они гибнут. Вот люди, которые гибнут, тут приходят сюда. Да, ну есть следственная связь, что... Да, мобилизованные, там, контрактники, которые, ну, не все же попадают в плен. Кто-то трехсотится, кто-то двухсотится, да. Вот двухсотыми они становятся. Не просто так, как вот все россияне отвечают. Просто так стал двухсотым. Не просто так. Это ему может казаться, что просто так, хотя ему уже ничего никогда не будет касаться. Или его родственникам может казаться, что просто так. Но у этого есть конкретная причина. Вот, Путин объявил спецоперацию, и вот его задвухсотили. Не просто так, а потому что у Путина были какие-то цели. Ну, мотивация у него была какая-то. Может, да, мотивация, цели. У него было все. Правда, он вам об этом не сказал. Потому что, ну, цели и так до сих пор никто и не понимает. Люди гибнут за цели человека, которые им даже не сказали. Да. И не скажут. Они скажут, знаешь почему? Ну, потому что когда ты объявляешь цель, что у нас есть цель захватить то-то, то-то и то-то, но ты его не захватываешь, то оказывается, что ты уже не пафосный там президент типа какой-то там великой страны, а ты просто обосравшийся клоун. А так, мы же ничего не... Мы же целей-то, собственно, никаких не ставили. Даже мне конкретно ее цель никто не ставил. Ну, вообще никому и никто и ничего. Просто идите. Сможете пройти? Зашибись. Запишем потом, что мы захватили. Не сможете? Сдохните. Ну и хрен с вами. Примерно так это выглядит. И если вы вдумаетесь хорошо, то вы поймете, тот, кто смотрит, что это вообще не оскорбление. Это просто констатация факта. Все. И каждый, кто сюда идет, должен понимать, что он идет даже без цели. Вообще без ничего, короче. Ну, то есть ему никто ничего не дает. Если кто-то, ну, там есть такие, которые конкретно за бабки. Я пришел за бабки. На работу. Да. Но он тоже должен отдавать себе отчет, мы же тоже должны быть честны с ним, что он может здесь сдохнуть. И шансов у него. 1 на миллион. 1 на миллион сдохнуть? Или 1 на миллион выжить? Выжить. На этой мажорной ноте. Если честно, просто уже утомился от этих монотонных разговоров немножко. Хотите от себя что-то добавить? Да. Мир всему миру. Добрый день. Добрый. Вы мне скажите, какое у вас время сейчас? Который час у вас? Что у нас? Что у нас? Который час у вас? Обед. Обед, да? Вот, ну подержи. Вы просто уже часа 2 мне отправляете голосовые сообщения о том, что вы бухаете. Вы же с утра прям закладываете? Блядь, вчера. Когда ты написал, прям мы закладываем. Ну, Что, ну слышь меня, блядь. Блин. Вов. да. Красавчик, да? Хорошо, красивый. У вас низкий заряд аккумулятора. В общем, что вы меня хотели спросить? Давайте, чтобы вы я Да что ты объяснил хотел вам. спросить, поржать хотели? Поржать? А, ну ржите в таком случае, чего ж. Болтать хотели. Поболтать? Не, ну у меня времени так болтать особо нет. Ну, давайте, о чем поболтать?
Это ваш муж или чей? Это мой. Ваш, да? Чего вы так скривились? Он хуйня делал, боже мой. Стой, дай мне, пожалуйста, зарядку от телефона. Вы его зачем на войну отпустили? Я? Сам пошел. Вот, сам нахуй пошел. Вовка. Да? Никуда не отпускала. Никуда не отпускала, честно. Просто заебал. То есть вы его выпроводили просто, да? Не. Я его не отпускала никуда. Несмотря на так, потому что я пьяная. Ну мне там по секрету сказали, что он на войну пошел, потому что у вас с ним проблемы были. Это у него сама проблема были. Это ж как у надо- него, блядь. Это ж как надо мужу вынести мозг, чтобы он на войну от вас убежал? Вовка, ты не прав. Неправда? Ага. Ну расскажите свою версию. Поедешь еще раз, скажи. И знаешь, Денисов на тебе привет передавал, да? Это он мне изменил. Да, пришли зарядку, блин. Я дала. Ты мне дала зарядку. Да веревку-то возьми. Веревку там возьми. Нет. А ты женат? Что? Ты женат? Ну, конечно, женат. Ну, мы знаем, все. Ты знаешь, у меня здесь девочка-корреспондент есть, которая о Максе будет писать там. Вот. И говорит, мы знаем его, он уже вытаскивал, с Рыбинска мужика откуда он вытаскивал? Сутаева. Сутаева, хуй знает. Я вытаскивал? Да, ты. У тебя было видео. Ну да. Было? И он пришел. Занята зарядка. Я не буду больше ничего искать. Иди ищи. Иди ищи. Все. Скажите, а что у вас в жизни не ладится, что вы так рано пьете? А? Потому что мы в ахуе от... Мы пьем с 4 утра. Скажу тебе честно. С 4 утра. С 4. С 4 утра, сейчас 11. Неплохо. Неплохо. Один уже... Порядка. Ну я не знаю. Твоему телефону она подходит или нет? Я сама не знаю. У меня телефон раньше был. В общем, Здорово. с мужем вашим в порядке все. С мужем вашим. Я вижу, вы за него сильно волнуетесь. Что вы там сдохли, блядь? Ну, вы волнуетесь же за мужа, правильно? Ну, Мы волнуемся. Очень волнуемся. Ну, он, сука, такая не тварь, блядь. бейте его. Мы посмотрели, Мы сами увидели. его убьем, блядь. Мы посмотрели, увидели, что он нам Да. больше нихуя Да не сделать не может. Мы его сами отпиздим. Я понял, мы никого не Он бьем. пострадел, похудел. Он такой худенький, маленький теперь стал, что мы с ним и сами Сами справимся. Так он... Только без передач. Я уже не помню, чья это история, потому что их очень много. Но они там иногда просто по неделе по лесам ходят без еды, без воды. Поэтому они худеют сильно. Ну, блядь, извините. Мы Наш тоже Максим ходили. уже, по-моему, ходит месяца 2, блядь. Он меня оставил По без лесам, по денег, полям? блядь. Вот Ленка, ходит? подожди. Ленка это ходит. Подожди, Зай, дай Вовке расскажу. Ленка это моя подруга, она живет со мной в съемной квартире. У меня была в Москве квартира с ним. Он меня, сука, так подставил, блядь, в жизни. А мы живем сейчас у меня, кстати, у меня папа, блядь, Зай, ты заряд, найди. Вот, папа у меня лежачий. Колясочник. Колясочек, вот. Бля, Вовка, разревусь нахуй, не воспринимай. Так, просто по-бабски. Вот, он лежит у меня, и Макс его опекуном является. И хуй кто что платит. Скажу серьезно. Ебучая Россия.
Да ладно. Так что, это правда, Да, что Путин... прохлад. Так что, это правда, что Путин хуйло? Да прохлад. Нет, не хуйло, знаешь. Ну, блядь, его бедному, как сказать-то, блядь, за всем не уследить. Царь хороший, жестко. бояре плохие, да? Да, о, правильно сказал. Правильно, да? Зато мы будем воевать. Да, хуй знает с кем, блядь. Воюем, кому, чего, блядь. Мы будем воевать. Ну, Во. И нас не выдавай потом, Макс. Мозг, блядь, где? У актера и у Путина, блядь. Где Блядь. мозги? А ваш Зеленский, кстати, блядь, да он самый лучший актер. Самый лучший. Я смотрю до сих пор «Портал 95», он охуенный актер. Нахуя он туда полез, скажи? он, Вот скажи, нахуя, меня уже убьют. он президент еще лучше, чем актер. Нет, Да, да. подожди, нет. Ага. Нет, для меня он, вот Вов, он Да. для меня актер. Актер Ну, президентом Для вас не может быть. не может. Актер президентом быть не может. С чего? Президентом должен быть нормальный человек, блядь. КГБшник. С мозгами, не с такими, Послушай, блядь, послушай. клоунскими. А он куда, блядь, полез? Мы за него боимся, его говорят, убьют. Нет, так Убьют, просто потом убьют. я просто не пойму, кто из них клоун теперь, потому что Путин там всякого наобещал Клоун много. а теперь- Зеленский. Зеленский как был клоуном, так и остался. Да он а вот актер же, он же а охуенный. Я А смотрю, вот скоро этот Путин, блядь, как он был, блядь, без передач. клоуном Без и передач. никем. Передашь, мы с тобой разговаривать не будем больше. так он и остался никем, блядь. Как можно, блядь, человек даже не знает, что сделать. Ну да, я же вот об этом и говорю. Армия. Вот он там Что он наобещал, сделал? наанонсировал всяких вот этих спецопераций, денацификации, все такое. Что-то не очень получается, я смотрю. Да нихуя не получается. Да, ну вот и я и говорю, что клоун. Нихуя и не получается. Какие-то, блядь, людей собирают. Потом обмены, перемены, блядь. Если у тебя есть армия, так и въебите, блядь. Ну, по сути, правильно же говорит? Правильно? Ебите, блядь. А что вы Въебите ебать-то не можете? Украину-то. Нет, А там... Нет, нет, блядь. Украину ебать надо. Нет. Вовка, Если у тебя стоит Так- армия, Так, а, чеченцы, русские, нахуя? так а вы не в курсе, что уже 100 тысяч, а вы не в курсе, что 100 тысяч этой армии уже червяков кормят? мы не мы не смотрим телевизор, А. ничего. Ну, вот. Я довожу до вашего ведома, что уже 100 тысяч вашей армии червяков кормит просто. А еще в 3 раза больше. Просто раненые и уже больше никуда не пойдут. Стоп. Что-то я прослушала. Еще раз можно повторить? Говорю, сдохли уже 100 Вовка. тысяч вашей армии. Сдохла. Понимаете? А ваша, Вовка? Не, наша, да? Русские? Россияне. Они тоже русские. Россияне. А, Ну там просто А вы? и буряты есть всякие. Я же не уверен, что они русские, понимаете? Зачем же принижать малые народы? Да. Вов, ну расскажи нам, что происходит. Мы честно не знаем. Мы телевизор даже не смотрим. Что происходит? Ваш муж пошел с автоматом в Украину убивать людей. Его взяли в плен. Он не пошел. Я тебе клянусь, знаешь, что он всегда мне говорил? Наши мужья не пошли, потому что мы не замужем. Вов, я скажу честно, он пошел, потому что ему обещали зарплату и все это. Ну, И он, знаешь, самое главное, Зай, я за границу никогда не полечу. Я говорю, а я полечу, говорю, я хочу. У меня первый муж был военный. По братке говорю. Вот, и у меня загранпаспорт. Лена, блин, Вовка, приезжай в гости вообще с своей семьей. вы, я вижу, да, ну, совсем не понимаете. Он пошел людей Да убивать мы- за деньги, да?
вы говорите? Бо ему денег наобещали, Да а он он пошел. никого не пошел убивать. А что же он пошел делать? И сначала он был на территории России, Да. сказали, что будь охранять там это. Так это А им когда всем их так увезли, говорят. Так это им всем так говорят. вот, ну ты же понимаешь, вот ты сам понимаешь, да, всем так говорят. Я понимаю, что вы, ну, страна, народ, который дурят, Вот. и как бы они ничем не Ну интересуются. да, и- да мы такой же народ. Вот. Мы так же бухаем, так же пьем, так же гуляем. Не вот, так же. мы один народ, все равно. Вообще не так же. Вот. Если я сейчас скажу, Давай. Скажи, ну, одну вещь, скажи, ну он не выдаст нас. у меня сестра Да, он живет на вашей территории, И что? младшая сестра. И что? Я очень Уже вижу. Хорошо. Вы знаете, что у Вот. нас разговор для записи и под записи для публикации? Да нахуй надо тебе это? Как По-братски это? разговаривай. У меня есть конкретная цель, я вам могу ее объяснить. Объясни. Вов. Для того, чтобы показать, какие вот в России классные люди. Да нет, вы тоже классные, вы тоже Ну, я классные. знаю, Я ну вот- вообще говорю, ну вот у и меня покажем, прям какие- мужик, блин, замечательный. Да, и вы классные тоже. Вот и покажем, видите, как мы с вами мило общаемся. Вот все хорошо у нас. Ну вы рассказывайте, что вы хотите, потому что у меня времени не так много. Много. Мне прям нравится. Вов, Рассказывайте. это жена. А? Покажи свою жену. Ее нет дома. Ее нет дома. Как? А? Куда она смоталась? За продуктами пошла. Врешь. Ну не знаю. Может быть, кто знает. Че, если вы мне не верите. Дети, ну, дело в том, я знаю тоже, что у тебя есть дети. Да. У тебя есть дети, и у тебя есть жена. Очень Есть, красивая. конечно, И ты красивая. Конечно, есть. И я ее люблю, да. В отличие от вашего мужа, в отличие от того, что вы любите своего мужа, и как вы его любите. Я так понял, что Я вы... не могу. А? Нет, Вов, я его всю жизнь посвятил, 13 лет, 13. Вов, Ну, только без передач. а? Без передач. 12 лет посвятила. 13 лет И- посвятила. Ну, дальше что? При чем здесь 13 лет? Любите мужа своего или нет? Вов, не знаю. Мне такое рассказали здесь, бля, что я в ахуе. Ой. Что, подружка спать пошла? Не, сейчас придет, блядь, расскажет, блядь, Не поорет. надо. Поорет. Не надо, я понял. Родственница в Украине у нее живет, да? Да. И Да. у меня подружка с Украины. У меня подружка Марченко или Максенко, я не знаю фамилию ее. У Лучше. меня подружка с Украины. Да, ну я И не понял. одна, не одна. Так а зачем же вы украинцев идете убивать? Не подскажете? Ты дурак, что ли? Кого убивать-то? Ну, Это же люди. россияне решили повоевать с украинцами. Ну, Зачем? Жень, хуй знает, зачем они это решили. А, Зачем это решили, не знаю. я понял. Вов, честно. Кого убивать? Ну, блин, у вас такой говор прикольный. Когда вы, знаешь, вот самое, вот честно, по-братски. Ага. Блядь, ваш говор, сука, он такой прикольный. Какой город? Говор ваш, А, говор. ну, говорите. Говор, да. Блядь, ну он охуенный, честно. Да. Я понял. Никого Ну, убивать. вас как зовут, я забыл. Алла. Не Алла. 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 У меня времени нет. Ты честно. знаешь, я не скажу более чем. Максим мой,
Он просто пошел, даже не знаю куда. Я понял. Максим ваш пошел, потому что ему деньги пообещали, потому он и пошел. Я понял это. Я понял, это Алла. Алла, ну вы там, в общем, держитесь, да. Потом наш разговор посмотрите вместе с видео с вашим мужем. Я думаю, вам будет весело. Я думаю, вам будет весело. Знаешь, я хочу сказать, я, если канал какой-то в Ярославле, 76, и там есть корреспондент Настя, корреспондент. Так. Я твои данные дала, честно. Вот там, говорю, такой есть охуенный, говорю, парень, на Украине. Говорю, он на той стороне, на той. Ну. Он говорит, хорошо. Говорит, по-моему, говорит, он возвращал наших людей. Блядь, задницу, я пьяный, я бухаю, вообще халам, блядь. Ладно, я вам что? это самое. Вы, в общем, протрезвеете. Я вам потом напишу, расскажу чего, что чего. Вы в военкомат вообще ходили? В понедельник пойдем в военкомате, никого нет, мы ходили в военкомате, у нас в выходные дни никого нет. Ну, так вот идите в военкомат, вытягивайте мужа вашего. Там 13 лет, не 13 лет, домой же надо его как-то тянуть. Нахуй мне нужен, блядь. Блять, ну я понял. Тогда совсем все плохо. Подожди, он меня очень сильно обидел. Нет, я в Ярославль приехал, он меня очень сильно обидел. Блин, Зай, без передач. Слушай, Алла, он уже все понял и осознал. Он уже все понял. Простите его, он уже все понял. Идите в военкомат и говорите, хай домой забирают. Думаешь, он понял? Да, он понял, он мне лично Я говорил. он не понял, блядь. Пусть нахуй сидит и жрет там, блядь, свою гречку, хуечку, блядь, картошку, хуечку. Он похудел, постройнел, блядь, охуеть. Он меня так обидел, Бог, честно. Честно, он меня так обидел, блядь. А что он сделал тебе? Я прям очень сильно изменил. Изменил, знаешь, с кем? Нет. Когда я взяла, по-братски расскажу. Санта-Барбара, Братски. Санта-Барбара, я понял. Ну. Сука. Ну ты не расскажешь ему, хорошо? Нет, или я скажу сказать. Не, он сам Короче, увидит, когда он сам мне- посмотрит. Зачем я ему буду рассказывать? Я его уже больше не увижу. Увидишь. Ну, Я может, знаю, и что увижу. увидишь. Ну, может, и увижу. Ну, я не буду говорить, да, ему, если увижу. Не надо. Но он же ж сам Ну и знает. предавал. Он же ж сам знает. Ну, по-братски. Так с кем По-братски, изменил? С да. кем изменил? Короче, у меня была подруга, она умерла. И Так. я дочь её взяла, 20-летнюю, на свое обеспечение. Так. Одевала, кормила. Они съеблись, оказывается. Только сейчас мне рассказали. Только сейчас, блядь, только сейчас мне рассказали здесь в Ярославле. А мы жили в Москве. До этого. Представляешь? И я сижу в ахуе, и Лена в ахуе. И не знаем, что делать, блядь. А она где делась? В Ярославле. И он к ней ездил, оказывается, здесь. Так подожди, так она не с тобой жила? Она не с вами жила? Она с нами жила в Москве, пока у нас была квартира, хуира, блядь. А потом они съебились, оказывается. И мне только здесь рассказали. Пока ты, сука, работаешь днями ночами в Москве, блядь. Ты знаешь, там, Максим, блядь, с Лизой, блядь. И я не знаю, Зай, вот честно, не знаю, что делать. Вот, не знаю. Вытащить я должна, потому что, надо обменять ваш ребят. Да, правильно, конечно. Конечно, Я вытащить вот честно должна. не Ты его вытаскивай, а потом делай, что хочешь. Со скотобазой с этой, что хочешь делай. Но ты его вытащить должна. Понимаешь? Своих же не бросаем. 13 же лет, Зай, 13 лет. 13 лет, Бля, да. таком- Да всяко бывает, знаешь, в жизни такое. Это ж. Да. Ну ладно, знаю. ты крепись, Я короче. должна все время его.
Куда он пошел, сука, дебил, блядь? А знаешь, что я скажу? Самое смешное. Ага. У меня есть жена, она меня дождется. Видео было в Ярославле. Она меня дождется, она мне сказала, и я буду ждать. Я пришла в военкомат, вот, щеку чмукнула, и он ушел. Все. Не, ну это у вас для телевизора, для вашего, постоянно всякую вот эту чепуху записывают, показушную вот эту вот. Да, у вас еще там нормально хоть? Скажи. Что-что? У Относятся? вас нормально? Что нормально? Нет. Ну, жизнь. Ну, не стреляют, не воюют. Стреляют, кидают гранаты, бомбы, ракеты вокруг везде взрываются, света нет, ничего нет. Вы что? Вообще не понимаете, что происходит? Серьезно. Ладно, мы как-то это Честно, самое, я- мы как-то решим свои вопросы, да, разберемся с вашей недоармией. Вы мужа своего вытаскиваете, вот, да? Вытащу, сука, и сама уебашу, честно. Ну, придет так нахуй, уйдет, блядь, обратно. Ну вот и все. Ну, обратно. Ну, дай мне его вытащить. Ну так Да, вытаскивай. вот прям вытащи его, да, если Ну так можешь. вытаскивай, иди в Ну, военкомат давай, вытаскивай. давай. Какие проблемы? Иди в военкомат вытаскивай. Это же не от меня зависит. Блин, Это же ваши должны его Нет. запросить. Запросить ваши должны его, понимаешь? Мы его отдаем, Зэп, пожалуйста. Алла, ай, ну все, ай. давай. Все, мужа вытаскивай, хорошо? Все, давай, пока. Все, ну, не передаешь ничего? Что? Не, все, А мне ты надо меня не бежать. передаёшь? Алла, мне надо бежать. Я тебе серьезно. Бежать надо. Все, давай, пока. Все, от меня ничего не передаешь. Что? От меня ничего не Не, передаешь. ничего не передаю, конечно, нет. Все, давай, пока. По-братски. Да. Всё,